взял нож и держал около живота. He pointed the gun towards my chest. Կոկորտից բռնեց ու բարձրացրեց պատի վրա, իմ ոտքերը կտրվեցին գետնից. А он говорит, а это моя жена. Развернулся и ушел. Чуть больше года назад я увидела проект о канадской художнице тату-мастере, которая перекрывает шрамы от селф-харма. Спустя несколько месяцев я наткнулась на вот этот огромный пласт информации о Жене Захар. Она работает именно со шрамами, полученными от домашнего насилия. Я подумала, это же отличная идея, это же классный проект, очень хороший, и просто почему бы не совместить это все вместе? Возможно, с учетом местности и того, что это маленький город, люди могут просто сюда не приходить, потому что, это все еще довольно табуированная тема, домашнее насилие. Об этом не всякой подруге расскажешь, что у тебя там что-то случилось. Себе ты не всегда об этом расскажешь и не с первого раза поймешь, а может быть там только через несколько лет терапии, что на самом деле вот эти вот отношения были вполне себе абьюзивными и полными всяких разных вещей. Ему захотелось проверить, насколько человек может вытерпеть боль. Но почему-то он не на себе это проверял, а на мне. Но у меня еще от него шрам один есть, я его тоже перекрыла потом. В тот момент я не думала, не расценивала это именно как насилие. Это все типа, прикинь, у меня тут лезвие есть. Я говорю, зачем мне тебе, у тебя же борода не растет. И оно острое, я говорю, по-любому острое, давай проверим. А еще кожа, она когда расходится, лезвие, она же очень острая. Она такая расходится, ты сначала не понимаешь, что произошло, и там видно уже внутренне, и потом такая начинает кровь выходить. Вид не очень приятный. Сейчас я замужем, у меня ребенку 4 года. И на месте шрама я сделала Воробья, потому что у меня фамилия Воробьева теперь. Я как бы старую перекрыла новую. У меня был парень, мне тогда было между 17 и 18, такие первые серьезные отношения. Началось все с того, что в один день он пришел домой, я так подозреваю, что он был под наркотиками какими-то, и он затушил сигарету мне в руку. Продолжилось это все тем, что в один день я шла с кухни в гостиную комнату, и у меня в руках была обезболивающая таблетка и бокал с водой. И он просто спускается мне навстречу и наотмашь бьет меня левой рукой по правой щеке. Прям наотмашь. И я, настолько сильный удар был, что я просто упала. Естественно, там вода вся разлилась, таблеточка покатилась. Я помню, я лежу, и она катится и ударяется в стену. А дальше уже по нарастающей шло, то есть получить лишний раз по лицу, это было нормой. Мы живем в патриархальном обществе, и считается, что женские права – это не особо-то большая проблема. Потому что если женщина чем-то недовольна, значит, это ее вина, что она сделала, чтобы ей такое прилетело. Она виновата в незапланированной беременности, она виновата в том, что у нее ВИЧ-статус, она виновата, что ее побили, она виновата, что ее изнасиловали. В общем, надо сидеть дома и не выходить из дома. А если ты не выходишь из дома, то ты виновата, что ты ничего не делаешь. Нужно начать с того, что для того, чтобы вообще решить проблемы домашнего насилия, нужно разобраться с двумя ключевыми факторами. Первый вопрос – это правовое регулирование, и второй вопрос – это именно отношение общества к этой проблеме. В России что с первым, что со вторым дела обстоят очень-очень плохо. Россия – последняя страна в Совете Европы без профильного закона против насилия, который уже давно лежит в Государственной Думе. И, возвращаясь ко второму, есть наше прекрасное общество, которое привыкло думать, что женщина сама виновата, что женщине должно быть стыдно, и ей нужно было себя вести правильно, удобным образом, потому что нормальную женщину никто не побьет. Считается, что женщина все равно довела мужика. То есть я не знаю, что должен сделать мужчина, чтобы наконец-то наше общество посмотрело на его поведение, на его отношения. Или у нас можно по-другому. Сразу сказать, он же псих, вы что, не знали? Это же изначально было понятно. If you put a frog in a boiling pan of hot water, it'll try and jump out.
if you put a frog in warm water and slowly turn the temperature up, it doesn't realise it's boiling until it's boiled. And that's the same as a woman in a domestic violence relationship. She doesn't realise until she's in it too deep. Darren came into the shop where I was working, and as I looked to the door to see what was blocking out the sunshine, because it was a lovely sunny day, I could see Darren walking through the door and pulling out a gun out of his bag, and it was a sawn-off shotgun. He pointed the gun towards my chest. My left leg took the first shot, and then the next thing then I can remember the police coming into the hairdressers where I worked. I was rushed to hospital. Darren was on the loose, nobody knew where he was. And then I was told that evening about 7 o'clock they'd found him, he'd hung himself. And that was a real relief to myself. And I came out of hospital on the 23rd of September 2011. And then on the Monday, my 16-year-old son, who was Darren's child as well, he committed suicide as well. So that's a little bit of my journey of being in an abusive relationship. So I agreed to go and speak at the local cathedral, and there was about 150 people there, and I made the local politician, the minister, cry with my story. So I knew that he had feelings for women like myself, and I said, okay, we need to do more. More needs to be done. Actually, I'm the victim, and I heard that there is a protest going on, and I know many people have been like me, and I just want to support them and also support myself as well. My name is Poonam Joshi. I'm the founder of Indian Ladies in the UK. We campaign for the rights of Indian women who suffer from domestic violence and spousal abandonment. What Home Office can do is change the visa regulation that allows a man to cancel their wife's visa and then they take them to India and dump them there, just to show that your life is in my hand. How dare you? How dare you stand up against me? Only about 100 years ago, if a husband dies, a woman is expected to go and commit something called sati, which basically means when the husband is being cremated, when he's being burned, the woman is required by the Indian culture to go and jump in the fire and kill herself as well. But the British actually made that practice illegal. But that was only 100 years ago. I actually didn't plan all of this, that I will go and help victims of domestic violence. I was only 20 years old when I lost my first husband. I was not allowed to laugh, I was not allowed to put makeup, I was not allowed to go out, I was not allowed to wear any nice clothes. Just because my husband was dead, I thought, that's it. My life is over. This is how I have to live for the rest of my life now. And while all that was happening to me, I didn't realize that that was also a sort of abuse that was happening to me. I remember I used to love wearing makeup. I would go inside the bathroom, put makeup on and look at myself and even wear something nice and look at myself and then wash everything off and then come out and just, be as if nothing had happened. So this was an injustice that was happening to me, but I didn't realize until I actually came to the UK and that's when some women approached me saying that their husbands were beating them up or they were trying to control them. After I helped one woman, more women came. So the government of United Kingdom does seize domestic abuse or domestic violence as a criminal offence. And there are very strict laws about it. There are so many loopholes in these laws also. If a man has beaten his wife, the police will arrest him, but will let him go because the wife has not been beaten up enough. From my personal experience, I have seen victims end up suffering even more, and it only gives the abusers more power to carry on abusing. He abused
illegal drugs, so cannabis, amphetamines, cocaine, crack cocaine. I didn't know to the extent of how bad the drug habit was until towards the end of the relationship, where the violence began to escalate and get worse. I was often abused by Jonathan when he wasn't able to get drugs and things like that. He was outside and I was inside. I tried to lock him out and he kicked the door off, the bolts off, come through. He was literally fighting. We were fighting. I was fighting for my life. Then he had me pinned down in the bedroom and he held his hand over my nose and my mouth and was saying he was going to kill me. And at that point I seen he had a knife in his hand, and then I had 2 knife wounds to my leg. He's breached his restraining order over 8 times. He went back to prison once. I felt like if I didn't have him, I wasn't worth living. And now I've gone past that stage and I know I'm better than that. But he still harasses me and he still follows me around. То, что сейчас называется нарядным словом «сталкинг», во времена моей молодости было словом, это было ухаживание. То есть, когда он сторожит под окнами, когда он все время выслеживает барышню, от него невозможно отвязаться, это считалось таким хорошим способом ухаживания, значит, он ее сильно любит. Но для меня почему-то, когда я была даже маленькая, было понятно, что это неправильно, это несправедливо, что так не должно быть. Я уже не говорю про мордобой. Синяки, шрамы, про которые вы говорите, они, конечно, самое visible, но invisible гораздо больше. Это огромный айсберг. Просто огромный. И поэтому там уже шли годы, я много этим занимаюсь. Я могу сказать, что я пока не видела людей, которые не сталкивались с насилием в той или иной форме. Многие мои подруги говорили, что у тебя такой крутой муж, он дарил мне красивые бриллианты и большие букеты цветов, возил меня за границу отдыхать. Принц, он не пил, он не курил, он не гулял по девочкам, он всем говорил, что он меня очень любит. Но при этом мое повседневное бытование было со всех сторон ограничено. Оно ограничено было заботой. Ни один абьюзер не говорит, я сейчас буду тебе делать абьюз. Он говорит, как ты можешь так поздно вечером пойти? Я же волнуюсь за тебя. А вдруг с тобой что-то случится, я же люблю тебя. Я волнуюсь, я должна знать это. Я не хочу, чтобы ты работала на этой работе. Тебе мало платят. Посмотри, как ты вкалываешь. И он добился своего и ушла с этой работы. Для кавказских стран насилие вообще является просто нормой культуральной. Мужчины командуют, а женщины подчиняются. Это такое, прям совсем системное явление. В России все помягче все-таки. В России женщины имеют право голоса. На Կավկասի все жестче. Իրականում այո, մենք նման ենք հայերը, ռուսները եւ մյուս ազգերը, որոնք պատկանում են եւ ապրում են այն երկրներում, որոնք հետսովետական երկրներ են։ Իսկապես մենք բոլորս կապված ենք պատմությամբ եւ հենց սովետական տարիներով, այն սովորույթներով, որ բոլորս ենք կիսել ժամանակին, մեր էպոսում, Սասունցի Դավիթ էպոսում, շատ հետաքրքիր տողեր կան, որտեղ ասվում է Արյուծն արյուծ է, էգրինի թե որց, որով որ ասում ես, որ կապ չունի մարդու սերը, կապ չունի թե դու կին ես թե տղամարդ, դու հզոր ես, դու ուժեղ ես, որովհետև տղամարդ եթե չի մեծանում հայրիշխան մթնոլորտում, նրան չեն սարքում անեմոցիոնալ ռոբոտ, որը որ չի կարող լացել։ Օրինակ դու տղամարդ ես, մենք շատ անգամ Հայաստանում հանդիպում ենք ցավոք սրտի այդ պրակտիկային, որ դու տղամարդ ես կամ փոքր տարիքում երեխան ընկնում է, ասում են ամոթ չի տղա ես, լացում ես։ Он взял нож и держал около живота. Но я думала, что я буду потерять ребенка и хотела убежать из дома. Не получилось. Я потом зашла в спальню и закрыла дверь, и там ждала вот так, чтобы он успокоился. Мне всегда сказали, почему ты не ушла вообще, да, даже после этого. Но я думала, что успокоится, ничего пройдет, потому что все почти наши армянские мужики такие. Они всегда орают, поднимают руку. Наши женщины всегда терпят за детей, терпят то, что все узнают, чтобы родственники не узнали. Стыдно не жить с мужем. В полиции взяли заявление и от меня, и от мамы. И нам дают машину, там внутри 2 парня, чтобы отвезти нам домой. В подъезде мама говорит,
ребята, смотрите, пожалуйста, если он не там, чтобы мы вышли и зашли в дом. А мальчики не вышли из машины, просто посмотрели налево и направо и сказали, что никого нет, он не здесь, спокойно вы можете выйти и идти домой. Мы зашли, я хотела открыть дверь, и помню, уже этот удар получил сзади, вот тут. Повернулся, посмотрел, что это Влад, у него был в руках топор и черная сорочка. Я начала кричать, звать помощь. Мама отсюда зашел, ну, у нас в середину, чтобы защищать меня. Я потом помню, что я упала, и помню, мимолетно вот так помню лицо отца. И больше ничего не помню. Но я чувствовала, что что-то не так в больнице, потому что все черные одели. Я говорю, я хочу видеть маму. Говорит, нельзя. И он потом сказал, мамы нету. И начал плакать. Я тоже начала плакать, но, знаете, как какой-то, не знаю, дух или что. Я начала почувствовать, что я должна быть на ногах и все делать сама. Даже из больницы, когда я вышла, я была одна. Я села в такси, поехала домой. И так почувствовала, что должна быть жить, и я все вопросы буду решать в жизни. И за меня, и за ребенка, и за отца. Вот так. Начнем с того, что никто на первом свидании не поднимает руку. Физическое насилие – это уже следствие того, что было сделано до этого. Это насилие психологическое, это насилие сексуальное, это насилие экономическое. Это процесс, в результате которого женщине разрушают самооценку, и мужчина каждый раз как бы забрасывает пробный шар, понять, как глубже и как дальше еще он может зайти для того, чтобы вся ситуация подчинялась его интересам. Домашнее насилие – это не конфликт. Домашнее насилие – это всегда власть и контроль. Мужчина хочет контролировать, он хочет, чтобы было так, как он решил. Он не хочет слышать сопротивление, он не хочет слышать недовольство. Мы знаем, что многие мужчины, например, позволяют себе первый раз физическое насилие, когда женщина оказывается в положении, уходит в декрет, потому что она становится абсолютно зависима. Она зависима экономически, она зависима морально. И здесь нужно понимать, что еще у психологического насилия, вот с которого все начинается, есть очень важный и очень страшный механизм, а именно действие, направленное на изоляцию. Настраивают человека против друзей, против мамы, против коллег, против кого угодно, и получается, что женщина остается совсем одна. Хочу, чтобы все женщины знали об этом, потому что есть женщины, что боятся об этом говорить, боятся один жить и бороться, думают, что они могут жить, не могут зарабатывать, как могут задержать детей. Это очень сложная жизнь ухода от абьюзера. Но если вы меня спросите, уходить или не уходить, да, уходить. Потому что когда ты ушла, у тебя есть шанс на сложную, но жизнь. I'm quite happy with my scar. You know, I'm not embarrassed by it. I'm quite proud of it. I don't want to forget because I want to remember and other people to remember what people like myself go through. And we're not victims, we're victors.